Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Маша, и вы на канале Вкусно, просто и доступно. Сегодня поделюсь с вами рецептом приготовления очень простого пирога, но необычного. Приготовим вкуснейший шоколадный брауни из тыквы. Никто из ваших близких даже не догадается, что этот пирог приготовили на тыкве и будет есть с большим удовольствием. А тем более, что готовится все просто, но получается очень вкусно. Так, 600 грамм тыквы я очистила и натираю на мелкую терку. Отправляю натертую тыкву на сито и отжимаю лишний сок. В принципе, можно также с помощью марли отжать. В общем, как вам проще, так и делайте. К яйцам я добавляю сахар. Если вы хотите, чтобы этот пирог был уже совсем ПП, тогда сахар замените на любой заменитель. На стевию, на мед, в общем, чем вы пользуетесь. Перемешала яйца с сахаром и добавляю сюда сметану. Сметана может быть любой жирности, но скажу честно, чем жирнее, тем вкуснее. У меня домашняя, то у этого пирога такой насыщенный сливочный вкус. Добавляю сюда еще кефир или же йогурт, в моем случае это йогурт, и корицу. Это все перемешиваю. И в эту массу я добавляю тыкву. Перемешиваю все. И сюда я добавляю какао, разрыхлитель и муку. Смотрите, друзья, точные пропорции муки я не пишу, так как я использую муку цельнозерновую. Можно брать пшеничную, можно брать рисовую, ту, которую используете вы для своей семьи. Но в итоге у вас должно получиться тесто вот такой вот консистенции. И я добавляю еще цедру апельсина. У меня дети очень любят шоколадные пироги с ароматом апельсина. Перемешиваю и тесто консистенции густой сметаны отправляем в форму. У меня форма диаметром 26 сантиметров, я ее смазала сливочным маслом и присыпала немножко мукой. Разравниваю и отправляю все в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Выпекала я на функции конвекции вверх-вниз. 45 минут было более чем достаточно. И пока пирог остывает, я хочу сделать шоколадную глазурь. Я просто шоколад вместе со сливками растопила в микроволновке. Покрываю это все шоколадным ганашем, распределяя равномерно по поверхности пирога. Даю немножко застыть для шоколада, и все, друзья, можно подавать. В такой пирог вы можете добавить сухофрукты, орехи, все, что вам нравится. Но мои дети не любят вот эти все добавки, именно поэтому я готовлю простой шоколадный брауни. Я даже сверху посыпала кокосовыми чипсами, то дети их снимают. Но я вам скажу, что просто, быстро и очень-очень вкусно. Тесто получается влажным, безумно ароматным, и никто не может догадаться, что оно приготовлено на основе тыквы. Кому я говорю, что это из тыквы, никто не может поверить, потому что действительно это ничем не хуже, чем обычный стандартный шоколадный брауни. Ну а нам осталось заварить чай и можем наслаждаться. Ну а я надеюсь, что такой рецептик вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик. До новых встреч, друзья, как всегда на канале Вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью и будьте здоровы. До новых встреч, друзья. Пока-пока.